Раз. Здравствуйте, уважаемые господа. Начинаем сегодняшний вебинар, который называется у нас «Улучшаем жизнь. 10 принципов здоровья» с Андреем Дуйко. Вебинар 14.11.23 года. И как всегда для вас специально ответы на вопросы, а также свободное общение. Надеюсь, уже все началось и начнем. Итак. Что нужно держать в тепле? Очень интересный вопрос, кстати. Что нужно держать в тепле? Вы знаете, что не для всех что-то нужно держать в тепле, а что-то в холоде. И для одних людей, возможно, нужно держать что-то в тепле, а что-то не в холоде. Откуда это взялось? Это знаменитая крылатая фраза «голову в холоде, ноги в тепле», о которой говорил в свое время один из военачальников Российской империи. И он это говорил, потому что в случае, если люди ходили и у них были лапки на ногах, они загибались, а шапка была не нужна. Почему? Так вот еще, мозг греть, там его все равно нет. Дело не об этом, а о том, итак, что же на самом деле необходимо держать в тепле? Нужно ли закаляться? Что такое вообще, как люди болеют, с чего это начинается? Очень интересная такая тема. Как мы ощущаем вообще что-либо? Очень часто люди ощущают холод в конечностях, особенно мерзнут ноги. А вы знаете, что если у вас очень мерзнут ноги, то это первые признаки того, что у вас ухудшается кровоснабжение и менее поступает кислород в конечности. Вы знаете, что замерзание конечностей — это нарушение кровоснабжения кислородом по кровеносной системе ваших конечностей. С чем это, как правило, связано? Очень часто, когда у человека происходит вот такое состояние, когда он чувствует холод в ногах и в руках, это очень может быть связано в том числе, и как один из факторов, это может быть просто отек. То есть у человека, который постоянно чувствует, что ноги замерзают, это может быть почечная недостаточность или просто отек и накопление жидкости в организме. Это может быть гипертонический криз. Это может быть какие-то сбои работы сердца, обычно повышающееся давление, как правило, повышающееся давление. При этом, скорее всего, систолическое очень повышено и диастолическое очень повышено, а между ними очень маленький промежуток. То есть сердце не может не раскрыться правильно, не закрыться правильно. Такое находится в состоянии шока, депрессии, верхней систолы. И, конечно, я могу сказать, что самый простой способ — это все-таки не согревать ноги, это может быть еще и спазм, атеросклероз, полинейропатия, это может быть высокая глюкоза, это может быть наоборот на фоне сжатия сосудов и так далее. И, в принципе, такого очень много есть, очень много темы. Что же будет, если ноги нагревать? Итак, если ноги нагревать, как ни странно, может снизиться давление. Именно поэтому такие народные, самые простые способы, которые снижают давление, это прогревать ноги или принимать горячие, теплые, проводить теплые процедуры. Но дело в том, что теплые процедуры, да, они могут привлечь или увеличить приток крови, но сама кровь может быть из-за гипертонии или отека обеднена кислородом. И именно поэтому нагрев не всегда хорошо, может даже ухудшить состояние в некоторых частях. Но тем не менее, если нагревать ноги, парить ноги, если специально это делать, то вы должны знать, что улучшится общее самочувствие за счет, как ни странно, если греть ноги и руки, то у человека улучшается мочеиспускание. И в случае, если нагревать особенно нижние конечности, то у человека происходит устранение отечности. Он чаще начинает ходить в туалет. Вообще согревающие мази на нижние конечности очень полезны для улучшения иммунитета, для снижения отечности, для улучшения общего состояния почек, сердечно-сосудистой системы и даже устраняет невротические состояния. Когда руки замерзают, аналогично может быть гипертоническое
диастолическим давлением, может быть высоким артериальным давлением, может быть синдромом или там, быстро развивающейся гипертонией и так далее. Поэтому греть нужно ножки точно. Нужно ли голову держать в холоде? Нет, я тоже не советую. Очень часто человек может получить от миозита, это воспаление мышечной ткани, до, допустим, воспаления тройничного нерва, которые могут привести к деформации лица. Ну, будь какие заболевания. Человек должен держать себя в тепле. Для человека это важно. Но что будет, если человек в тепле находящийся, еще и такой в худобе, еще и с плохим здоровьем, астеничный, зимой выскочит на улицу? И что будет, если он зимой выскочит на улицу и обольется на снегу холодной водой? Смотрите, что будет происходить. Когда человек выскакивает на улицу в холод и обливается холодной водой, то у него происходит шок с выделением адреналина, норадреналина и всех ферментов, вернее, гормонов надпочечников. Это кортизол, это адреналин, это норадреналин, это минералокортикостероиды, а также и увеличивается дофамин, стимулирует выделение иммунных клеток, потому что это гуморальная система. И это в итоге, как бы ни крути это все дело, то в итоге это приводит к тому, что у человека улучшается иммунитет. То есть в случае, если это чрезвычайно кратковременно, и это занимает не более 3 минут, то тогда вы не заболеете, а наоборот улучшите состояние. Даже советую, в случае, если человек только начинает болеть, появляется у человека насморк, можно снять носки, налить воду в ванной и потопать по этой воде, после этого натереть чем-то горячим, одеть носок, но только хлопчатобумажный, тоже объясню почему. После чего сверху можно шерстяной и лечь под одеяло. Или же выйти на улицу точно так же, облить себя сверху холодной водой резко, обтереться очень быстро, сделать глубокие вдохи и выдохи для стимуляции движения диафрагмы, которая на самом деле может стимулировать сердце. И после чего вы зайти домой, тоже обтереться сухим полотенцем, как бы разогреть кожу и уже лечь под одеяло и так далее. Что делает холодная вода? Вы должны знать, что горячая вода стимулирует, а холодная вода успокаивает. И этому есть объяснение. Когда у человека происходит возбуждение, то обычно это происходит за счет адреналина. Когда у человека происходит какое-либо возбуждение, это всегда происходит на фоне сужения сосудов. Адреналин, попадая в мелкие сосуды, приводит к спазмам этих сосудов. Поэтому при стрессе, при возбужденном состоянии происходит сжатие сосудов. И что же происходит? Когда человек льет на себя холодную воду, то такая холодная вода, она приводит к расширению сосудов. Так уж все устроено. Когда человек заходит, то у него после холодной воды, после холодного душа происходит процесс спокойствия, расширения сосудов, привлечение к сосудам, это гипотетическое привлечение к сосудам крови, усиление циркуляции, расширение сосудов. Человек расширяет сосуды, и организм это воспринимает не как шок, а наоборот как спокойствие. То есть освобождаются глубокие сосуды, капилляры начинают наполняться кровью, снижается давление, и человек успокаивается. Как ни странно, если человек примет холодный душ, то у такого человека может произойти разогревание тела. А в случае, если горячий душ, то наоборот может произойти спазмирование сосудов. Именно поэтому, если вы утром просыпаетесь и не можете проснуться, то вам хочется под горячим душем понаходиться. А если у вас стрессовое состояние и поднялось давление, и вы себя плохо чувствуете, то ноги можно нагреть, а сверху на себя вылить холодную воду. Таким образом вам станет наверняка лучше. Ну и разновидности этого всего могут заключаться в том, что есть нетипичные реакции организма. Это реакции человека, который находится в синдроме посталкогольного опьянения, то есть на 2-й день, когда человеку плохо, или на 3-й день, и организм чуть-чуть по-другому воспринимает это все и по чуть-чуть
страдает. Кстати, сейчас праздники, вот у меня через 2 дня будет день рождения, и я бы хотел дать вам небольшой совет. Смотрите, очень часто люди думают, вообще, на что влияет алкоголь? Тоже интересный вопрос. Алкоголь прежде всего влияет на деятельность 2 таких колоссальных или глобальных органов. Вообще я могу сказать, что алкоголь это очень опасно для человека. Алкоголь повышает кислотность желудка. Алкоголь может влиять на поджелудочную железу, блокируя формирование островков Лангерганса и в дальнейшем провоцируя появлению заболеваний сахарный диабет 2 типа, панкреатит и даже сахарного диабета 1 типа. Но более всего алкоголь действует на печень. Печень это основной орган ферментативной деятельности. И по идее алкоголь, попадая в нашу печень, печень вынуждена что-то с ним делать. И обычно с помощью алкоголь-дегидрогеназы дегидрирует этот алкоголь и после этого обвязывает его и выводит. Но есть одна особенность. Наш алкоголь, который мы принимаем, он высококалорийный. Именно поэтому очень частое явление увеличения печени связано с уничтожением или перерождением гепатоцитов печени, с превращением их в жировой гепатоз, с увеличением гликогированного гемоглобина. И что это обозначает? Это говорит о том, что грубо в вашей печени из-за алкоголя длительное время находится большое количество глюкозы. Только она там в определенном виде. И кто питается глюкозой? Если разобраться и поставить все на свои места, то оказывается, что на протяжении дня глюкозой больше всего пользуется наш организм, то есть наша физическая система, это мышечная система, это клетки нашего организма, кроме мозга. Я об этом говорил еще с 2021 года, с 2013 года. Это первые мои лекции. Я и сейчас так считаю. Восстановление мозга происходит ночью, когда человек ложится спать. Если человек имеет бессонницу и спит меньше часов, то он может увеличиваться в весе. Любые нарушения сна увеличивают вес у человека. И человек может сказать, а как же это устроено? Объясняю, наш мозг за ночь способен потреблять от 2500 калорий и больше. Именно поэтому очень часто при усиленной работе мозга днем, при физической активности необходим сон, и человек во время этого сна может потерять вес. Но если этот сон присутствует, поэтому спать очень важно для снижения веса. Но в случае, если человек употребляет алкоголь, то та глюкоза, которая должна превратиться в холин на самом деле, должна быть питанием для нашего мозга. А мозг этого не получает. Почему? Потому что такая глюкоза блокируется в нашей печени. И чем можно помочь в этом случае нашему мозгу? Я хочу вам представить препарат, вы его уже знаете, он есть на моем сайте, он называется лецитин. Одна из особенностей лецитина — это благополучное устранение жирового гепатоза печени. Это наилучшее, что можно придумать для человека, который либо пил, либо пьет, но не знает, как избавиться от жирового гепатоза. Снизить гликогированный гемоглобин, снизить общее количество глюкозы, улучшить состояние вашей печени, но самое важное, улучшить состояние вашего мозга поможет именно этот препарат, лецитин. Его необходимо принимать на ночь 2 или 3 таблетки. Что будет происходить? Первое, за ночь вы будете худеть, и это будет очень заметно. Второе, утром вы будете просыпаться отдохнувшими. И третье, у вас чрезвычайно ярко и мощно улучшится память. Также я рекомендую именно на ночь принимать препарат лецитин тем людям, у кого есть проблемы, которые связаны с глазами, слухом, рассеянным склерозом, у которых есть проблемы сосудов, у которых есть проблемы коронарных, у которых развивается там ишемическая болезнь мозга, или есть транзиторная ишемическая болезнь, есть, допустим, Альцгеймера или даже Паркинсона.
дополнение к общему курсу лечения может быть дополнительное использование препарата лецитин. Препарат лецитин я рекомендую использовать дополнительно еще и с L-карнитином, так как он увеличит формирование новых гепатоцитов и поддержит вашу печень. Есть 3 препарата, которые должен иметь у себя пьющий человек дома. Это препараты, еще таурин нужно взять, но у меня его здесь нет. Это грубо 2 аминокислоты, здесь нужно поставить еще таурин, и вещество, которое выделяют из свеклы. Это вещество называется бетаин. Вот смотрите, если обычный человек, которому больше 40 лет, начнет принимать данные препараты на ночь, я обычно советую это делать перед самым сном. Это лецитин, L-карнитин, бетаин и таурин по одной таблетке перед самым сном, то за 1 месяц будет минимально без физических упражнений 2-3 килограмма. А если увеличить количество приема на ночь бетаина и L-карнитина, то это лучше любых таблеток для похудения. Потому что и первое, и второе снижает гликогированный гемоглобин, общий гликолиз, улучшает состояние деятельности печени, увеличивает формирование новых гепатоцитов, помогает печени справляться с токсинами, улучшает общее самочувствие. Но самое приятное за счет печени — кормит мозг. Кормит мозг, потому что за счет данных препаратов формируется холин. А мой любимый бетаин, это препарат, за счет которого человек худеет, и действительно есть доказательства того, что данный препарат снижает глюкозу, снижает риски ожирения, увеличивает восстановление мозга, увеличивает восстановление сосудов, влияет на деятельность интимы сосудов, и восстанавливает ее, даже устраняет возможность формирования ишемической болезни сердца, гипертонии и так далее. Бетаин, если его использовать вместе с коэнзим Q10, лучшее средство от гипертонии. А если использовать лецитин, L-карнитин, бетаин и эти препараты совместно принимать, то похудеете, печень восстановите, камни из желчного пузыря уберете, холестерин снизите. Потрясающие препараты, вот очень рекомендую принимать. Полина, Андрей Андреевич, желаю вашей семье и вам крепкого здоровья, любви, благополучия. Всего я прохожу 1-ю ступень, и мне нравится. Спасибо. Моя жизнь круто изменилась буквально за пару недель, благодаря вам, Андрей Андреевич. Ну, супер. Я думаю, что вы сами в этом виноваты. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Отдельное спасибо за СНГ-28, потрясающие коды, да. Ура, новый вебинар с Андреем Андреевичем. Спасибо. Татьяна Солнцева, как избавиться от псориаза, сильное обострение на ноге? Есть ряд заболеваний, которые наша медицина особо не может, с которыми наша медицина особо не может справляться. И вот одно из этих заболеваний — это псориаз. Псориаз разных форм — раз. Второе — разного действия — два. Третье, вот что такое псориаз, по моему мнению? По моему мнению, псориаз — это переизбыток, это мое мнение, и оно не медицинское. Псориаз — это переизбыток желчи, которая в организме накопилась. То есть очень-очень много желчи. Я считаю, что псориаз необходимо лечить, используя желчегонные препараты. А само место обострения псориаза использовать мой бальзам, который называется бальзамом изотоновый. Им смазывать, а при этом принимать желчегонные препараты. Из самых простых, доступных народных средств, народных желчегонных препаратов, это, конечно, обычная магнезия. Но такие есть и лучшие средства. Это просто обычный шиповник. Берете шиповник, делаете из него порошок из сушеного шиповника, завариваете столовая ложка на 4 стакана воды или на литр воды. И после того, когда оно настоялось, можно несколько таблеточек сахарозаменителя или несколько грамм ксилита или сорбита. И на протяжении дня по чуть-чуть принимать вот такой очень вкусный, кстати, по вкусу узварчик. Такой узварчик способен вывести из организма лишние минеральные соединения, которые лишние. Это могут быть также вывести
устранить камни из желчного пузыря. Такое вот вещество в таком узваре может помочь человеку избавиться от камней в желчном пузыре, камней в почках, улучшить самочувствие, имеет ярко выраженное мочегонное действие, желчегонное действие. Великолепное средство. Почему люди не пользуются, не понимаю. В шиповнике еще дополнительно аскорбиновая кислота, которая в небольшом количестве и в органической форме тоже устраняет кальциево-фосфорные и уратные соединения, которые, как правило, откладываются в почках. Поэтому шиповник, заваренный водой, одно из самых лучших средств для лечения мочекаменного заболевания. От псориаза еще раз хочу сказать, любые горечи, можно принимать немецкие горечи, хорошие есть фирмы, можно принимать мои горечи, амарум, можно принимать магнезию не в большом количестве, можно попробовать полынь там попринимать, горькую так рассасывая. Одно из средств есть лечение псориаза, это использование, много есть средств, но одно из средств народных это использование соды с полынью напополам. Берется порошок из полыни и горькой берется порошок из соды, соединяется. Каждый день человек берет такой порошок на кончике ножа или больше и запивает теплой водой. Можно рассасывая даже. Действительно это помогает, но опять-таки кому-то это помогает, кому-то нет. Вот такого однозначного средства лечения псориаза я дать не могу. Могу сказать, что псориаз очень реагирует на калий. То есть если прикладывать салфетку с калием на псориатические бляшки, улучшается состояние. Еще очень часто так бывает, что псориаз может иметь агрессивную форму. И появляющиеся новые такие там чешуйки, и они могут воспаляться, они могут иметь геморрагическую форму и так далее. Это все вот в дальнейшем может приводить к разрастанию. Поэтому использовать каких-либо аппликаций, ну я, наверное, тоже бы вот так однозначно не советовал. Но я со временем вот однозначно найду вещество, которое будет лечить псориаз. Нужно просто подождать. Лецитин, вы говорили, что отлично запускается надпочечник. И сейчас говорю. Надпочечники, стимуляция мочеполовой системы происходит за счет лецитина. Но одно из таких действий это еще и запуск, как вы написали, еще и мозга. Поэтому если на ночь принимать, еще и мозги восстановите. Великолепное средство. Я и сейчас говорю. Наталья, доброго вечера. Уважаемый Андрей Андреевич, как вы считаете, можно ли пергу пчел давать ребенку в 1,2 года? Нет. Если да, в какой пропорции? Нет, нельзя. Дело в том, что очень часто в перге находится, вы должны знать, что улики, в которых находятся пчелы, очень часто подвергаются атакам полевых мышей, и крыс, и каких-либо насекомых. Очень часто подвергаются атакам, и некоторые улики могут быть бактериально загрязненными. Вы должны это 100% для себя понимать. Потому что перга пергой, но перга может быть еще и загрязненная. Сама перга может быть нет, ну а почему я решил, что детям нельзя давать? Вот прополис не очень хорошо, если он не очищенный. А вот что с пергой делать? Дело в том, что перга мощнейший стимулятор центральной нервной деятельности. У детей это напрямую связано и с рвотным рефлексом, и еще с подвижностью, активностью физической. Поэтому если ребенок беспокойный, если ребенок очень быстрый, если у ребенка есть нарушения, и ребенок такой адреналиновый, если он вспыхивает быстро, не может подолгу успокоиться, и вы ему будете давать пергу, то может развиваться от бессонницы и до неприятия пищи. Поэтому мои рекомендации такие. Перга ребенку не нужна, взрослым тоже не всем нужна. Вот кому бы я предложил принимать пергу. Перга повышает кислотность желудка, поэтому в случае, если у вас низкое давление, низкая кислотность, у вас низкий гемоглобин, перга подходит. Но вы должны знать, что стабильный прием перги может привести вас к тому, что вы можете поправиться еще дополнительно. Не из-за калорий. Андрей Андреевич, а безалкогольное пиво тоже плохо влияет на печень и поджелудочную? В случае, если человек
Пиво вообще не очень хорошо мужчинам, а женщинам можно. Но дело в том, что пиво в любой форме может повышать уровень эстрогенов. А эстрогены могут стимулировать появление опухолевидных новообразований. Поэтому в случае, если у вас где-либо дивертикулы, опухоли, там, липомы или есть, и вы знаете, где-то папилломы, или часто там разрастаются бородавки, или есть кандиломы, или развивается псориаз, или где-либо кожные высыпания, то пиво для вас категорически принимать нельзя. Прям вот категорически никак. Во всех остальных случаях, пожалуйста. Можно ли принимать пиво? Пиво один из самых плохих напитков, которые можно принимать. Уже если хотите что-то принимать, то пусть это будет там кукурузные виски. Хотя виски кукурузные не бывает, да. Ну, бывает Джек Дэниелс, его же из кукурузы делают. Пиво плохо влияет на почки. Люди, которые принимают пиво даже по одному стакану, на протяжении года набирают дополнительно от 3 до 5 килограмм. Поэтому потом с этим весом очень тяжело справляться. Абдулаева Татьяна. Здравствуйте, можно ли избавиться от дивертикул в сигмовидной кишке? У меня есть изотоновые свечи ректальные. Ставьте изотоновые ректальные свечи один раз в день на ночь. Через день на протяжении 15, делайте так 15-30 раз. Скорее всего, за 30 раз можно будет убрать дивертикулы в сигмовидной кишке. Вот таким образом. Что принимать при этом? Пейте как можно больше чай мой, который называется железняк. Наталья, Андрей Андреевич, в какое время суток лучше кушать корнеплоды, а в какое время фрукты цитрусовые? Цитрусовые лучше всего на ночь. Хотя сейчас в меня полетят огромное количество бешеных диетологов, которые утверждают, что человек должен питаться вообще одними белками и мясом, как это говорит знаменитый доктор Берг, который говорит, что всем надо витамин D и Е и пить, и есть только белковую пищу, и больше человеку ничего нет, не нужно. Но он забывает о том, что люди есть разные. И есть люди, которые не переносят белки мясные, они не могут ими питаться. Есть люди, которые не могут питаться фасолью. Есть люди, которые не переваривают горох. Есть люди, которые могут не переваривать молочные продукты. Нельзя всем советовать одно что-то. Есть люди, которые не могут выпить литр воды, а рекомендовать им 3 это то же самое, что заставлять их пить и вызывать рвотный рефлекс. Понимаете, он забывает об этом. Но в организме нашем есть заключенные системы, они называются циркадные ритмы. Смотрите, как все устроено. Если вы на ночь сладкого не съедите или спортом не будете заниматься, смотрите, если вы на ночь поприседали, то у вас выделится молочная кислота, которая превратится в лактотрансферазу при помощи почек и холин. И это будет питанием для вашего мозга в ночное время. Если вы не занимаетесь физкультурой на ночь, у вас был стресс, то перед самым сном съешьте любой сладкий продукт, и это будет восстанавливать ваш мозг. Кому это нужно? Если есть проблемы глаз, слуха, звон в ушах, если есть проблемы с памятью, если есть проблемы с тромботизацией сосудов коронарных, если есть проблемы, связанные там, с тромботизацией сосудов макулы, если есть там глаукома развивается и так далее. Если есть проблемы, допустим, там рассеянный склероз, Паркинсона, развивается Альцгеймера и так далее, то перед самым сном, перед тем, как лечь, возьмите чайную ложку меда, рассосите ее, подержите во рту и проглотите. Можно с яблоком. Взять яблоко, на него намазать. Но яблоко я не советую. Дело в том, что на ночь яблоко, оно тормозит все пищеварение. На ночь лучше, знаете, что я бы советовал? Я бы советовал мед все-таки и ягоды кислые. Кислые ягоды и мед. А из продуктов таких, ну на ночь лучше всего подходит манго. Манго, да. Если апельсин, то вздувать кишечник будет, потому что апельсин может подействовать плохо на поджелудочную железу. Мандарин. Вот, мандарин идеально. На ночь мандарин и мед. Яблоки нет. Виноград только тем людям, у кого глюкоза невысокая, хотя тоже виноград великолепен.
можно сладкого винограда немножко, можно меда немножко. А утром необходимо, а можно этого не принимать ничего, никаких фруктов, а просто поприседать. 10 подходов по 10 раз, не торопясь. Медленно сели, медленно встали. Это лучшая стимуляция с выделением молочной кислоты. Тем более у нас в бедрах и в этом массиве, таком конгломерате мышц больше всего может накапливаться молочной кислоты. И больше всего происходит затратный самый энергообмен. Поэтому можно поприседать, этого будет достаточно. Просто не нужно сильно. Поприседать, после этого под холодный душ, и после этого ложка меда и в кровать. И уже, а утром обязательно нужно начинать с чего-то жирного. Это может быть просто омега-3, там одна капсула. Почему? Жир, когда попадает в наш организм, любой, растительный, животный, какой-либо, то это всегда открывает нам желчные протоки. Почему? Распад жира в нашем организме происходит при помощи желчных кислот. А еще, если на ночь вы съедаете небольшое количество сладкого, то это купирует выделение желчи. И желчь ночью не будет вас отравлять, так как желчь, которая на ночь может вытекать нам в двенадцатиперстную кишку, может являться сильнейшим токсическим веществом. Вы знаете, что в большинстве своем формирование язвенного заболевания двенадцатиперстной кишки, которое провоцируется за счет употребления алкоголя человеком, который употребляет алкоголь, связано с тем, что такой человек не может переварить алкоголь, и желчь бесконечно выделяется и выливается в двенадцатиперстную кишку, создавая язву. Да, вот так это происходит. Вы должны знать, что когда человек съедает сладкое, то желчь не отходит, и там появляются камни. В случае, если человек не спит, то желчь ночью может очень отходить, потому что когда мы бодрствуем, желчь выходит. А если мы спим, то желчь не выходит в случае, если перед самым сном хотя бы лизнуть конфетку, или хотя бы лизнуть медочек, или какой-нибудь калий в себя всунуть, кроме яблок. А утро хорошо для времени, когда человек может съесть что-то жирное. Я даже когда-то говорил, если утром жирное съесть, это запускает пищеварительную систему по принципу выделения желчи, расщепления жиров, белков в обеденное время и углеводов перед самым сном. И если бы люди это знали и использовали, то они бы увеличили свой ресурс памяти. Я таким образом питаюсь очень много лет. И я могу сказать, что даже если я поправляюсь, там, веду какой-то неправильный образ жизни и так далее. Но мои поправления, вот можно посмотреть видео, где я очень полный. Но это было связано с 3 погодками. У меня 3 дочери погодки. Когда они родились, то нам пришлось разделиться. Сонина мама за одной дочерью смотрела, той было 3 года. Я смотрел за той, которой 2 года, а Соня смотрела за той, которой год. И вот у нас было такое, что, взяв на себя эту ответственность, у нас одни дети спят, одни не спят, они маленькие, и нам было, конечно, тяжело с этим. И на фоне того, что 2 года бессонницы, а мы хотели как бы дотронуться как родители к своим детям и самостоятельно перенести все эти ужасы. Днем я работал, ночью я с детьми, и сон очень сократился. То есть он сократился до 3-4 часов в сутки, и так много лет. И на этом фоне очень набрался вес. Поэтому я 100% утверждаю, что если человек не спит по ночам, то он поправляется. Когда дети подросли, сон нормализовался, то вес исчез сам по себе. То есть Но я хочу вам сказать, что как только я на ночь перед самым сном съедаю небольшое количество сладкого, еще и приседаю, я обязательно это делаю. А утром, когда я просыпаюсь и что-либо читаю, я утро начинаю обязательно с какого-либо чтения, то я вот гарантирую, что это сохраняет память мега. И я так живу много лет. И пожаловаться на ресурсы своей памяти я не могу. Мне кажется, что память улучшилась, и улучшилось общее состояние. Что может быть в случае, если человек так питается? Как я начинаю утро? Утро я начинаю с яичницы обычно. Яичница, еще, возможно, там с кусочком бекона какого-либо. Я очень люблю домашние колбасы, знаете, и мне там нарезают 2 кусочка домашней колбасы, оливки соленые и так далее. Почему необходимо кушать соленую пищу? Вот еще в чем вопрос.
И когда больше всего усваиваются белки? По моему мнению, белки больше всего усваиваются в промежуток времени между 12 часами и 8 часами вечера. Белки необходимы для восстановления клеток организма. А энергетика необходима в ночное время, потому что днем мы не тратим энергию только для согреться и остыть. А на ночь необходимо восполнить мозг, которому требуется огромное количество энергии. И это огромное количество энергии необходимо, как только человек выключается и засыпает. Почему говорят людям, что если не можешь заснуть, возьми стакан молока, добавь туда меда и выпей медленно? Почему? Одна из проблем людей, которые недополучают энергию или расточили свою энергию на протяжении дня, допустим, тяжелый стресс, тяжелая работа, тяжелая физическая активность. Человек ложится, а мозг не хочет. Он говорит: дай мне углеводы. Эй, где мои углеводы? Отдай их. И человеку необходимо, вот он съест эти углеводы, ложится, и мозг их получает. Говорит: наконец-то углеводы. И ночью он получает эти углеводы. А он другие, ему нужны такие переработанные, быстрые углеводы. А почему с молоком? Потому что в молоке находится казеин и вещества, которые ускоряют метаболизм, и инулин, которые ускоряют процесс расщепления углеводов. Вот поэтому мозгу приятно сливочное масло с медом, либо молоко с небольшим количеством меда. А почему медом? Мозгу необходим калий. Это тоже один из элементов усвоения. И печени необходим калий. Знаете, если калия не хватает, то печень страдает и мозг. А если калия много, то почки страдают. А теперь, когда есть овощи. Когда хотите, овощи самый, по моему мнению, полезный плод. И я считаю, что овощи человек может кушать, когда хочет. Это клетчатка. Но все же, по моему мнению, для овощей утро лучшее. Если принимать овощи все-таки по утрам, то улучшится общее состояние. Поэтому на ночь углеводы, в обед белки или вечером белки с углеводами. Но здесь опять-таки, знаете, все превратно люди так воспринимают. Человек говорит: я полный. Что это мой мозг не хочет съедать углеводы? Дело в том, что эти углеводы, они уже превратились в ткани. И мозг не может расщеплять ткани или забирать у тканей жиры. Они уже там сформировались. Это, знаете, как русские окопались. И уже там что с ними сделать неизвестно. И мозг никогда не будет забирать у тканей тела уже что-то. А вот дать ему перед самым сном, он начинает это усваивать. И вот в этот момент происходит так. Если он начинает усваивать, то если ему недостаточно, то он как, знаете, пока человек не хочет кушать, он голод не испытывает. Но как только у него появляется голод, и он начинает кушать, у него появляется, он потом, если ему не додать, он еще хочет. Так же и с нашим мозгом. В случае, если он ложится голодный, может проспать голодный, но в случае, если ему дать небольшое количество пищи, и он заснет, то он потом возьмет свое уже. И у тканей, и у жира заберет, и у поджелудочной железы заберет, и у всего остального. Вот таким образом, я думаю, все устроено. Почему соль нужно кушать человеку? В нашем организме взрослого человека находится 14 граммов соли. От 14 до 30. Она должна находиться постоянно. Смотрите, чем плохо употребление большого количества воды. Когда вы пьете много воды, то вы идете и писаете. А какого вкуса моча? Моча имеет соленоватый вкус. И для того, чтобы почки работали, необходимо, чтобы в почках присутствовал хлорид натрия. А если не хватает соли, то кровь становится менее соленой. И у человека происходит, как ни странно, задержка жидкости. Да, очень часто недополучение соли приводит к задержке. И переизбыток соли тоже к задержке. Но если человек пьет много-много воды, и из него выходит соль вот в таком виде, то чем это чревато? Это чревато отечностью, ишемическим отеком. Это чревато тем, что повышаются тромбоциты, происходит тромбирование сосудов. И это все опасно.
А соль, люди говорят, чем мне разжижать мою кровь? Поваренной солью. Да, вы можете мне не верить, но я вам говорю, что именно этот способ один из самых эффективных. Поэтому люди, у которых высокий холестерин, или высокая глюкоза, или там ожирение, они не могут удержаться, чтобы не увеличивать количество употребления соли. Почему? Потому что организм реагирует на соль. В случае, если у человека там диарея после каждого приема пищи, диспепсия, неспецифический язвенный колит, то такому человеку немножко соли нужно больше. Если холестерин повышается, тоже такому человеку необходимо соли больше. Надеюсь, лекция получилась интересная. Она такая гипотетическая и отличается от того, о чем говорит большинство врачей. Но вы знаете, я никого и ничего не заставляю делать. Хотите, слышите, применяйте. Хотите, не слышите, не применяйте. Мне все равно. Как можно помочь волосам на голове быть в хорошем состоянии, чтобы седые не появлялись? Нет, седые волосы будут появляться. Человек не может изменить уже фолликулу волосяной луковицы и видоизменить ее действия. Такого не бывает. И из седых сделать черные, ну, практически не бывает. Это большая редкость. А вот улучшить рост помогут препараты. Какие? Как ни странно, стимуляция поджелудочной железы препаратом панкресорб и печени препаратом тантал длительное время могут улучшить цвет волос и улучшить рост волос. Также у нас есть вещество такое, называется трихопотенциалиум, а также максидерил витамины. Принимайте трихопотенциалиум, это мазь такая для головы, для роста волос, и максидерил, это мультивитаминный комплекс для быстрого роста волос. Очень советую, прям очень-очень. Center for Practical Esoterism, эзотерицизм. Красиво написали, кстати. Андрей Андреевич, нужны ли очки от синего цвета экрана или это маркетинг? У человека есть циркадные ритмы. В случае, если дневное освещение, и человек до поздней ночи находится при дневном свете, не при приглушенном, то у него действительно в дальнейшем могут возникать бессонницы и ухудшить состояние засыпания. Именно поэтому я рекомендую часто лампы дневного света не устанавливать дома. Старайтесь избегать ламп дневного света, старайтесь сделать так, чтобы у вас были лампы накаливания обычной. Причем такого с желтым абажуром. За такой затемненный свет. Старайтесь не смотреть в телефон, если у вас везде свет выключен, так как очень часто яркость экрана достаточно большая для того, чтобы навредить вам и изменить ваши циркадные ритмы. На таких телефонах, какой телефон, как Apple, допустим, там есть встроенная система, которая помогает, если ее настроить в настройках и включить, чтобы она помогала защищать ваши циркадные ритмы, то вечером, когда свет теряется или там тухнет или еще что-то происходит, то вы берете телефон и цвет экрана меняется на более такой приглушенный, темный, желтоватый. Это очень правильно. А нужны ли очки от синего цвета? В случае, если дневных ламп много и у вас это присутствует, то тогда можно одевать очки с приглушенными тонами больше желтого цвета. Я тоже, кстати, люблю более приглушенный тон такой. Кстати, если человек испытывает тягу к более приглушенным теплым тонам, то у человека есть, скорее всего, какие-то страхи внутренние. А в случае, если человек, наоборот, более к светлому такому тону, то у него есть, скорее всего, раздражение. Это тоже знаменитые выводы Аарона Бека, если вы помните такого психолога. Лариса Монова. Андрей Андреевич, хочу приобрести ваши духи. Когда это можно сделать? Скоро. Я пока до Нового года точно нет. Еще настаиваются, еще с этим работается. Олександр Лебедєв. Доброго вечора. Підскажіть, чому червоніють та печуть вуха, як прийду з роботи? Це плітки, злоба людська. Як тому продіяти? Дякую. Нет. Уши обычно у человека являются или реагируют на проходимость сосудов и артерий между позвонками седьмого шейного отдела и первого грудного.
И очень часто так бывает, когда человек наклонен, когда ему все время сюда воздух дует, или когда он едет за рулем и так далее, то потом начинает очень печь уши. Также уши это может быть переохлаждение ступней и рук, или переохлаждение самого лица, особенно отдела шеи. Именно поэтому, если у вас уши очень пекут, то тогда одевайте шарфик и одевайте более теплую обувь. Правда. Лариса Терлич. Андрей Ильич, вы очень умный, ходячая энциклопедия. Это меня так жена называет. Спасибо вам большое за информацию, цен. Спасибо. Какие свежевыжатые соки лучше пить? Утром грейпфрутовый. На протяжении дня яблочный. Он очень дает много энергии. Особенно яблочный полезен тем, у кого есть проблемы с потенцией, либидо. Я считаю, что яблочный сок может стимулировать выделение половых гормонов. Поэтому для мужчин хорошо бананы, яблоки, морковь. Утром как нужно по-правильному? Утром грейпфрут, в обед морковь, яблоки, цитрусовые. Кстати, несколько слов о цитрусовых. Смотрите, у нас, у человеческого существа, кислотность желудка от 4 до 6. Но обычно у человека может переходить в щелочную до 18 или в кислую до 3. И когда но нормальная соляная кислота это то, что выделяется в нашем желудке. То есть когда человек говорит, как нормализовать кислотность, то он должен знать, что нормальная кислотность его желудка это кислотность соляной кислоты. Чтобы вы просто знали. И когда человеку говорят, выпей лимонный сок, то он начинает вытаращивать глаза и говорит, ты что, дурак? Это же повысит мою кислотность. Итак, первое, не повысит, а понизит и переведет в щелочное состояние. Второе, лимонный сок, он самый похожий на наш желудочный сок. То есть он практически точь-в-точь такой же, как наш желудочный сок. Не кислее, чуть-чуть щелочнее. Именно поэтому я хочу вам сказать, лимонный сок при изжоге это спасение, а не ухудшение. Смотрите, высокая кислотность, пейте лимонный сок. Низкая кислотность нет, потому что, и тоже, если очень низкая, с высокими титрами, то тогда лимонный сок может привести к норме, потому что он самый близкий к норме. То есть, если самый близкий к норме не высокая, не низкая, не понижена, то тогда, если ближе к норме, то тогда организм, он перестает реагировать плохо. А вот как раз лимонный сок, он ближе всего к нашему естественному состоянию нашего желудка. Поэтому, какие бы у вас ни были состояния вашего желудка, знайте, лимонный сок – спасение. Говорю вам это, как знающий человек. Поэтому никого не слушайте, никому не верьте. Все чепуха. Наша мама, спасибо ей. Эх, как я скучаю по маме, если бы кто-то знал. Наша мама в детстве, из-за того, что семья была большая, а мы жили в советское время, и не было где купить зубных паст, вот так мы жили отлично в Советском Союзе. Голодные, мечтали о мясе, родители работали круглыми сутками, а мы ели блинчики утром, а вечером гречку или в лучшем случае перловку. Ну и суп, знаете, без мяса. И это была наша счастливая жизнь. На заработную плату 40 рублей у мамы и 70 у отца. Отлично, прям жили и 7 детей. Прямо. И сейчас вот кто-то хочет вот в такое время, эти люди есть, вы сумасшедшие. Это ваше дело. Итак, когда мы жили, то мама научила делать так. Она брала лимон, у нас там рос лимон, и лимоны эти прям не консервировала, а складывала, чуть-чуть присыпала их чем-то сладким и закрывала в баночку. И потом вот этим лимоном с кожурой она говорила, наливаешь немножечко на зубную щетку и чистишь этим лимоном. И я могу сказать, что я вот таким лимоном чистил зубы аж до 30 лет. И у меня с
моего рождения до 30 лет не было ни одного больного зуба. Никогда. Не было ни зубного камня, ни зубного налета, ничего не было. Ну и по сей день на самом деле. Просто у меня сейчас замена зубов, которая связана с тем, что у меня авария была, потом у меня были там проблемы здоровья, онкология и прочее. Но я до сих пор использую этот метод, беру небольшое количество лимона, капаю его на зубную щетку и перед сном чищу зубы вот таким лимоном. Почему? Это самое разумное решение, потому что при снижении кислотности появляются микробы и бактерии в ротовой полости, которые образуют потом кальциевые такие соединения, которые называются камнем. И при пониженной кислотности тоже другого вида бактерий, они приводят к появлению гингивита и так далее. Кстати, одно из самых лучших средств моей компании, которое есть, называется лизоцимовый коктейль или лизоцимовые капли. Если у вас кровотечение десен, гингивит, в случае, если у вас пародонтоз там, любой формы, вы будете это лечить, а наша медицина не умеет это лечить годами, веками. Я обещаю, что 3 дня использования лизоцимовых капель помогут вам на долгое время, от года там, до 100 лет, избавиться как от гингивита, как от пародонтоза и как от кровотечения десен. Наливаете в водичку, полоскайте рот и глотаете. Делайте так ежедневно, и 30 дней для закрепления, и потом перестанут зубы не то что портиться, а вообще будут идеальны. И о чем я говорил? Чистите зубы с лимонным соком перед сном. Вы увидите, что камней в зубах не будет. И вот эти бредятины, когда говорят, ты что, этого нельзя делать, это же все снимет эмаль. Не будьте такими наивными. Если бы соляная кислота в нашем желудке, которая за счет эзофагиального рефлюкса забрасывается у нас в рот, то уже зубов бы не было, они бы там все растворились. И наши зубы максимально адаптированы к влиянию на них лимонного сока. Почему? Обычно кислота расщепляет наши зубы, поэтому если эзофагиальный рефлюкс и попадает, то это ухудшает зубы. А вот в случае, если лимонный сок, то он более щелочной, и он улучшает состояние кислотности, помогая вашей слюне возобновляться и увеличиваться в количестве, ощелачивая ротовую полость. Ну и на ночь апельсин. Елена Мамина. Здравствуйте, спасибо за добрые советы. Хотелось бы знать ваше мнение о плазмолифтинге при болезни суставов. Мне нравится плазмолифтинг. Хорошая идея, хорошая тема, да. Я хорошо отношусь к этой процедуре, да. Андрей Андреевич, что можно попить при токсоплазмозе и можно приобрести препараты в России? Нет, мы не продаем препараты в Российскую Федерацию и Беларусь. Между нашими странами РФ и Украина нет никаких ни финансовых расчетов, ничего. Вы забыли, что украинские войска сдерживают Российскую Федерацию, чтобы они не прошли в сторону там, Киева, Одессы и всего остального? Что с вами? Война на улице. Гибнут люди. КРФ. Какая торговля? Что, с ума сошли? Так вот. В случае, если есть все-таки токсоплазмоз, то очень хорошее средство это лизоцим. У нас есть лизоцим экстра. 1 таблетка или 2 таблетки 4 раза в день, 2-3 месяца. Но необходимо в воду обязательно добавлять такое вещество, называется антитокс драй порошок. Насыпаете этот порошок, добавляете воду, размешиваете, выпиваете 2 таблетки лизоцима и запиваете такой водичкой. И все, будет прям мега круто. Ну что, давайте повторим еще раз тему. Сегодняшняя тема, она была очень интересная. В ней я рассказывал, конечно же, о питании, циркадных ритмах. Ну, я надеюсь, вам понравилось это. Несколько слов. Итак, сегодня я рассказывал о лецитине. Говорил, что лецитин способен воздействовать. Давайте еще раз я об этом скажу. На надпочечники. Улучшить состояние мочеполовой системы, улучшить состояние потенции, улучшить либидо. Далее, прежде всего, на печень. Устранить высокий гликированный гемоглобин, гликогированный гемоглобин, улучшить состояние и уменьшить холестерин, восстановить печень. И самое интересное, влиять на мозг через холин, восстанавливая деятельность мозга, улучшая память и мнематические способности человека.
Если есть еще и ожирение, поможет препарат бетаин. А если есть еще и проблемы печени, жировое перерождение печени или жировой атовизм печени, то поможет препарат L-карнитин. Принимайте алкоголь, не забудьте об этих препаратах. Ну что, я желаю всем здоровья, здоровым быть легко, а поможет нам всем Дуйко. Еще раз спасибо. Сегодня прямо на нашем сайте tfduйко.com проходит акция. Акция называется акция «Осенний иммунитет» или «Осенние проблемы». И там какие ее условия, не знаю. Но вы можете сейчас, прямо после окончания вебинара, перейти и посмотреть. Также сверху прикреплено сообщение. Оно называется «Акция на нашем сайте компании». Если перейти, мы попадаем сразу на наш сайт компании. И акция называется «Осенний иммунный бум». Да, исчезло. Минус 15% скидки на натуральные препараты для вашего иммунитета. Нет, и еще раз, нет простудам, вирусам и осенней депрессии. И какие же здесь препараты? Калиоедит. Великолепный препарат. Дальше калиоедит еще один. Только почему-то их потасиум назвали, но мы изменим. Будут йодом называться. ГАБА, это гамма-аминомасляная кислота. Великолепное вещество, успокоит ребенка и себя. Бетаин гидрохлорид людям, у которых плохой запах изо рта, частая отрыжка, и страдаете от того, что есть проблемы крови, низкий гемоглобин и так далее. Комплекс аминокислот Smart комплекс амина для улучшения общего состояния всего. И щитовидной железы, и мочеполовой системы, и почек, и печени. Витамин D3, как известно, витамин D3 необходимо восполнять. При восполнении витамина D3 прежде всего у человека улучшается настроение, у человека исчезают камни в почках, также улучшает состояние при остеопорозе. Миоинозитол, в случае, если у вас высокий эстрадиол, обычно он возникает на фоне стрессов или на фоне неправильных гормональных перегрузок, тоже возникающих из-за стресса, это может спровоцировать появление онкологических заболеваний, которые гормонально реагируют на инозитол. Инозитол является веществом, которое на сегодняшний день используют в ходе лечения онкологических заболеваний, если у человека повышаются эстрогены. Селена особенно нужен людям, у которых есть белый цвет кожи. Количество употребления и усиления или увеличения селена, кстати, может помочь человеку, первое, избавиться от боли в суставах, если они на осень обостряются. Но второе интересно, если взять селен, растворить в воде и мыть такой водой или таким шампунем с селеном волосы, то исчезает перхоть. Кстати, перхоть — первые признаки того, что у человека маленький селен. Если человеку давать перорально или перентерально селен обычный, то перхоть уходит сама по себе. Именно зачем лечить голову и там мылить ее чем-то, если можно просто попринимать селен. Таурин восстанавливает мозги, куркумин поможет вашим сосудам, айрон поможет мочеполовой системе, крови при низком гемоглобине, а также есть исследования, которые говорят о том, что позвоночник с появляющимися остеолистозами, протрузиями, грыжами Шморля и так далее является как раз одним из элементов того, что у человека недостаточность железа в крови. Витамин В1 и витамин В6 это витамины, которые способны восстановить поджелудочную железу и желудок, а мелатонин заснуть вечером. А савпальмента великолепно действует на мочеполовую систему, улучшая состояние, как бы омолаживая женский организм, улучшая состояние яичников, что дает в дальнейшем возможность далее иметь детей и восстановить репродуктивную функцию, как мужчин, так и женщин. Я желаю вам здоровья, спасибо, до свидания.